друзья! Это канал «Как мы живем в Ирландии» и меня зовут Ирина. Сегодня это первое видео, наверное, после Нового года, но не считая моих поздравлений и там насчет купания в озере. Я хочу поблагодарить вас, ребят, за такие теплые ваши сообщения. Я читала, и мне просто согревали они душу. В них столько тепла, столько любви, столько доброты. Вы мне передали конкретно просто вот частичку себя. Спасибо вам огромное. Я также хочу пожелать вам всего самого наилучшего в новом году. Я хочу, чтобы у вас все получилось в этом году, чтобы все поменялось только в лучшую сторону, чтобы вы встречали только улыбки и только добрые люди попадались на вашем пути. С Новым годом вас, ребята! Как вы уже, наверное, знаете, последние наши видео я делаю одна, либо с моим мужем, потому что моя дочка Маргарита сейчас находится в Южной Корее. И я хотела сказать вам, еще раз напомнить, что у них сейчас свой канал, они создали свой YouTube-канал, Маргарита и ее жених Инмок. Сейчас вы можете видеть ссылочку под этим видео, и я также оставлю линк, тоже ссылочку в описании. Если вам интересно, добро пожаловать на их канал. А сегодня давайте мы, наверное, начнем наше видео. Наше видео будет называться сегодня «Вопрос-ответ». Если вам интересно, пожалуйста, оставайтесь со мной. Итак, первый вопрос. Ирочка, подскажите, что можно подарить мужчине-ирландцу? Честно, да что угодно. Ирландцы очень они не привередливы, они непритязательны, за исключением, может быть, единиц. Им можно подарить бутылку шампанского, бутылку дорогого вина, им можно подарить ваучер в ресторан, им можно подарить ваучер в какой-то из магазинов, чтобы купить что-то онлайн. Может быть, совсем сейчас, во время пандемии, это не совсем актуально, потому что рестораны закрыты, можно взять только take-away. Но, в принципе, я имею в виду, в нормальной ситуации такие подарки очень приветствуются. Извините. Если же вы везете из России что-то, я просто хочу сказать, ребят, пожалуйста, ради бога, не покупайте никакой продукт, который у нас очень популярен, как красная икра, потому что очень многие ирландцы не понимают этого вкуса, не оценят они этого. Либо какие-то наши, я не знаю, сладости, какие-то деликатесы, а у них здесь все просто. До такой степени просто. Если вы хотите что-то привезти из России, скажем, удивить его, привезите ему бутылку коньяка. Если он не пьет, хотя очень странно для ирландцев, в общем-то здесь спиртное очень приветствуется. Можно привезти, может быть, какой-то сувенир, какой-то именно что ассоциируется с Россией, если вы из России, да, или с вашего места, из тех мест, где вы проживаете. Так что присмотритесь, скажем, бутылка коньяка или что-то такое, что присуще только вашей стране, но только не икра или что-то такое, какие-то рыбные деликатесы, пожалуйста, не надо. Есть такие ирландцы, которые это любят, но это нужно хорошо знать человека. Следующий вопрос, это Алина пишет. Ирина, здравствуйте, это Алина из России. У меня просьба, она просит помочь. У Алины сыну предлагают работу в Дублине, но также ее невестка, она беременная, ей рожать в апреле. Алина спрашивает, Алиночка, вы спрашиваете совета. Я единственное, что могу сказать, что если бы это была моя дочка, я бы ей сказала, пожалуйста, рожай в России, или сейчас я ей сказала, Маргарите, пожалуйста, если будешь рожать ребенка, пожалуйста, рожай в России. Конечно, с другой стороны, если нет выхода, здесь многие рожают, и ничего, все нормально. Не переживайте, все будет хорошо. Если бы у меня был сын, я бы послала его одного, а невестка потом бы просто приехала уже с ребеночком попозже. То есть, ничего, переживет он как-то один. Но это мое личное мнение, поэтому в любом случае, как бы вы ни решили, это будет правильно. Следующий, это более как не вопрос, это не совсем понятно, как прочитать имя. Зидхамиш. Вы знаете песню Александра Карпова «Долгая дорога в Дублин»? Спасибо огромное за эту песню. Я вообще-то пошла на
YouTube и загрузила ее, потому что мне было очень интересно послушать. На самом деле я слышала эту песню на английском как-то очень давно, но никогда не слышала ее на русском. Я была очень удивлена. Вообще очень видео само по себе, которое я смотрела, очень красиво было сделано. Спасибо огромное. Следующий Юрий спрашивает. А вот были случаи такие, чтобы русский с ирландкой дружили? Или в жены ирландку взял? Ну, там продолжается еще стих. Юрий, я хочу обратиться к вам. На самом деле у вас талант. Человек пишет такие стихи, у вас так хорошо получается на любую тему, на любой вопрос. Я думаю, что вам неплохо было бы обратиться в какую-то компанию, чтобы вас напечатали. На самом деле я не шучу, потому что у вас очень-очень хорошо получается. Мария. Неужели есть такие мужчины? Я так понимаю, что это насчет моего мужа. А Мария, если приедете в Ирландию, да, многие мужчины здесь такие. Следующий вопрос. Александр Грим спрашивает. Девушки, а вы против абортов или за? Очень хороший вопрос вообще, Александр. На самом деле я никогда не стеснялась насчет разговора об абортах, кроме как в Ирландии. Мне кажется, раньше для меня это было послушать, что кто-то сделал аборт, это как сделать просто, ну, пойти залечить зуб, да. Сейчас, когда я живу здесь много лет, у меня мозг начинает работать по-другому, и я думаю, что я бы уже, конечно, не сделала аборт, если бы я забеременела здесь. Я или, скажем, моя дочка, я бы не посоветовала. Следующий вопрос. Привет, а когда было снято видео? Февраль 20-го, я так думаю, что это рождественские огни в Дублинском зоопарке. Да, это было снято, это была последняя сессия, последнее представление. Это было, не помню, по-моему, это было 11 февраля 2020 года. Следующий вопрос. А когда вы переехали в Ирландию? Ребят, я оставлю ссылочку на это видео. Видео называется «Как мы уехали из России и оказались в Европе». Ссылочка будет также под видео. Андрей спрашивает, а вы сами из России? Да, Андрей, мы из России. Ну, как бы я из России и моя дочка из России. Мы родились и выросли в Москве. В разное время, конечно. Мой муж англичанин, и живем мы в Ирландии. Следующий вопрос. Таня Богданова спрашивает. Хотелось бы узнать, как вы поддерживаете стройность. Танечка, спасибо огромное. Спасибо большое. Это комплимент для меня. Пробовали ли вы диету, но по группе крови? Нет, Танюш, я никогда не пробовала эту диету. Мне бы, если вы можете рассказать про это, было бы очень интересно. Я раньше занималась какими-то диетами еще, когда я жила в Москве. Я уже привыкла к своему режиму. Как бы с утра я встаю, вместо завтрака я пью зеленый сок овощной, и потом уже я кушаю breakfast, завтрак и обед. Последний мой meal где-то в 4 часа вечера. Это вот если мы не идем в ресторан. Поэтому я замечаю, если я рано кушаю, после этого я либо пью воду, либо еще какой-то фрукт кушаю. Следующий вопрос от Тани тоже. Привыкли ли вы к постоянной сырости, к холоду, без солнечных лучей на Зеленом острове? Вы знаете, Танюш, скорее смирились, чем привыкли. Ну, я думаю, что последнее время, особенно когда вот я уже несколько дней, как нас закрыли, я иду гулять, я просто наслаждаюсь вот этим, неважно, дождик на улице, град. Вчера я пошла, я вообще вся вымокла, как бы, ну, пальто у меня вымокло, я сама была нормальная, сухая, да. И я просто чувствую, что я в последнее время просто перестала сопротивляться и, ну, поддалась вот этому. Ну, погода и погода, ну, что теперь делать? Я просто наслаждаюсь. В такой момент, когда перестаешь сопротивляться, просто начинаешь на самом деле ценить эти вещи. Следующий вопрос Таня спрашивает. Добрый день, скажите, насколько реально купить жилье в ипотеку в Ирландии? Реально? Многие делают, и не многие, а вообще все так делают. Здесь наличкой никто не платит. Ну, как правило, я никого не знаю, по крайней мере. Да, конечно. Единственное, что, конечно, у вас там должны быть какие-то условия, должна быть хорошая работа, должна быть хорошая зарплата, вы должны будете банку предоставить какие-то вот гарантии, то, что вы сможете, да, платить.
Таня говорит, у моей знакомой ирландец всю жизнь снимает жилье. Говорит, что женившись, налоги становятся меньше и можно взять кредит. Да, налоги на самом деле после женитьбы становятся меньше, потому что они как бы делятся между мужем и женой, но там очень такая глубокая ситуация. Я хочу сказать, что то есть тот, кто больше получает, но тот и забирает все кредиты у другого. То есть вот как, ну, естественно, муж берет мои кредиты, потому что то, что я получаю, это, ну, не до такой степени серьезно, как бы вот. Следующее. Это тот же вопрос от Танечки, да? Ее настораживает, что ему за 50, не был женат и детей нет. Да здесь полно таких в Ирландии. За 50 нету детей, нету жены. Здесь много очень одиноких людей. Единственное, что я, когда делала вопрос-ответ, когда я готовилась к этому видео, я делала небольшой поиск. И что мне выдало, что средний возраст первого покупателя в Ирландии, ну, покупает, который property, да, дом, скажем, да, человек, это где-то 34 года. За последние 5 лет это возросло. Раньше это было, как бы, человек был моложе. То есть, но в 50 немножечко странно, но на самом деле, может быть, он жил с родителями. Многие люди, если они не женаты, они живут с родителями. Может быть, разные ситуации. И то, что, как вы говорите, что переезжать в другую страну, съемное жилье, как бы нестабильно, чувствуется какой-то подвох со стороны знакомого. Я, конечно, не могу отвечать за счет этого конкретного ирландца, но подвох от ирландца мне что-то кажется как-то не... Я, конечно, ну, все бывает в жизни, понимаете? Везде есть хорошие люди, везде есть люди немножко не очень хорошие, скажем так, да? Вот, и все может быть, но... Мне кажется, что человек может быть откровенен. Как правило, ирландцы откровенные. Они не корыстные. И я просто думаю, ну, знаете, мой девиз такой: кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я бы себя отнесла к рискованным людям, потому что я могу сорваться и просто уехать. Следующий вопрос тоже от Тани. А есть ли защита со стороны государства для женщин в трудной ситуации? Танюш, да, есть, но это зависит от ситуации. Дело в том, что я не знаю вашей ситуации, понимаете? Если, скажем, женщина ирландка, то, конечно, у нее будут льготы, у нее будут, то есть она может, ей даже помогать будут снимать квартиру, понимаете? Если она осталась в такой ситуации. То есть здесь такая вещь есть, как social welfare, и опять же, она ирландка. Если же у нее есть европейский паспорт Европейского Содружества, это будет одна ситуация. Если же у нее российский паспорт, тогда ей нужна будет green card. Для этого ей нужно будет выйти замуж. Для того, чтобы получить ирландский паспорт, нужно будет желательно как бы не пользоваться в течение 3 лет услугами social welfare. На самом деле в этом вопросе очень много нюансов, на которые мне сложно ответить, потому что я не знаю конкретной ситуации, я не знаю деталей. Если бы мне подсказали, рассказали все, мне было бы легче ответить. Но льготы есть, да, льготы есть для тех, кто легально находится в Ирландии. И последний вопрос. Это Юрий спрашивает, я так понимаю, что это на последний наш ролик, там, где мы делали ролик у Ирландского моря, на Ирландском море, на пляже, так можно сказать. Юрий спрашивает, а купальщики не по-русски говорили? Наши тоже купались в гидрокостюмах. Конечно, вода была +5. Вода была +5, на улице было -1. Нет, Юрий, они не были в гидрокостюмах. Они были в купальниках, это были девушки. Женщины, но мы к ним близко не подходили, поэтому сложно было бы определить, кто они. Я думаю, что на сегодня на все вопросы я ответила. Хочу поблагодарить вас, пожелать вам доброго времени суток. Хочу пожелать вам всего самого хорошего, прекрасных новогодних праздников вам. Если вам было интересно, подписывайтесь на наш канал и увидимся скоро. Пока-пока!